Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике довольно интересное местечко, а дело в том, что оно больше тусительное. Но меню здесь приличное, здесь начиная от кабанов, заканчивая аквариумами, морепродуктами и прочими лягухами. Короче говоря, есть из чего выбрать. Ну и здесь соответствующий антураж, особенно к вечеру. Я думаю, станет красиво и симпатично, когда все огни зажгутся. Давайте проверять. Ну и начнем быстренько с салата с селедкой. В данном случае мы хотели салат с селедкой, который вот свеженький, знаете ли. А здесь получилось так, что принесли селедку подвяленную. Ну ничего страшного, заценим. Главное, манго зеленый и мята имеется. Ядреный вкус у всего этого, доложу я вам. А послевкусие серьезный, завяленный, где-то, наверное, даже с душком вот этой рыбы. В данном исполнении салат несколько рискованный, как мне кажется. Но я попробую еще раз. Стоит ли он своих 79 тысяч? Думаю, что нет. Скорее всего, это цена просто из-за того, что рыба подготовленная, подзавяленная и так далее. Здесь в основном трава, которая не стоит ничего. Зеленый манго, который, очевидно, здесь тоже не стоит ничего. Цена исключительно за счет селедочки. Окей, сойдет, но, знаете, один раз взял, попробовал, и на этом все. Роман, пробуй быстренько тоже мнение и поедем дальше. Я думаю, что смысла нет, чтобы я пробовал, потому что ничего хорошего про этот салат не скажу. То есть, а со свежей селедки тебе нравится? Да? А с вяленой нет? Нет. Ну и хорошо, и ладно. Окей, двигаемся далее. У нас тут есть стейк. А это, господа, то, что у них называется стейком. Ну, ни о какой прожарке, как вы понимаете, здесь речи идти не может. Васаби хороший. Вопросов нет. Еще разочек мнение, теперь без васаби, по поводу того мяса, которое здесь. Немножко сладкое. Как и всегда, этим соусом помазанное. Если хотите стейк, то, к сожалению, это не оно. Нужно за стейками заходить в другое место. У нас много чего быстренько вот так попробовать. Как вы понимаете, заказываем сегодня не мы с Романом, а туристы, которые приехали. И по многочисленным просьбам туристы не участвуют в кадре. Они исключительно спонсируют этот выпуск с точки зрения еды. Роман, пробуй стейк, говори и едем далее. Тут уже крабы, улитки, еще свинина. Ой, тут много всего. Соус, которым ты попробовал, Ром, он в свинине. Я не думаю, что это большая разница. Но тут не важно, какой соус, этот стейк не спасти ничем. Спасти нечем. Ну, да, я, в общем-то, примерно то же самое и сказал. Давай. Почти. Не убегай. Вот. Давайте улиточку заценим с зеленым чили соусом. Ладно. Много не мало. Крышку забыл снять. А йодистый вкус это... Нет, это не от соуса. Мушки, кыш. Вообще вещь неплохая. Когда крупная, вот такая улитка, это прикольно. Это, вы понимаете, морская ракушка, следовательно, это не какие-то виноградные, которые здесь зачастую тоже встречаются. На мой взгляд, неплохо. Я чуть-чуть соусом переборщил, но мне понравилось. Вы знаете, особенно, пока я не попробовал, а я сейчас попробую, вот эту вот
кишочную часть. А ее я как раз тогда лучше без соуса, чтоб контрастик был. Вы знаете, не так плохо, как я ожидал. Это больше похоже на печенку. Ну, прям печенка. Серьезно. Чуть-чуть песка. Вы знаете, ощущение такое, что все-таки очень важно, чтобы эти улитки полежали в аквариуме, а эти улитки из аквариума, чтобы они себя профильтровали как-то, потому что когда мы вот сами ловили и тут же ели, это было не очень, признаться. Да и на рынке, когда вы купите, если здесь на просовом рынке, где никто не подготавливает их, вы просто пришли, вот они лежат тебе свеженькие сегодняшнего улова. Там у них кишечник забит черти знает чем. И там вот эта кишочная часть, она далеко не такая приятная и вкусная, как вот сейчас. Александр, сейчас будет небольшой комментарий из-за кадра. Ну, из тех, что я пробовал, такие же улиток, они, в принципе, ничем не отличаются. Они все были полежали в аквариуме, как бы, и по мне такие отдают немного раками речными. Раками речными. Да, привкус Интересно. такой небольшой есть. Вот, а с этим соусом они прям, супер. А противности какой-то вот? Противности нет, они приятно жуются, то есть пожевать есть что, как Похрустеть, я бы даже похрустеть, сказал. да. Ну, похрустеть, наверное, это верхняя часть, которая нагриленная, да, а так в целом. Ну, короче, нормально, Да? сойдет. Саш, и по цене. Они стоят 690 за килограмм, мы взяли 200 грамм. Что-то там в районе 140 получается за вот это блюдо. Ты как? Ну, в целом оно себя оправдывает. Я считаю, то есть- то, что я хотел получить за эти деньги, как бы я получил. Претензий особых Претензий нет? у меня В цене нету, да. Нормально, да? Блюдо хорошее. Вот кому что, потому что я улитки, ну, не очень. На мой взгляд, давай мне их бесплатно, я бы такой, ну, ладно, может, одну штучку съем, что я сегодня и сделал. А тебе, типа, нормально. Мне, да, мне нормально. Мнение Романа. Ну, я остался ими доволен. Мне очень понравилась консистенция и по вкусу. Это вот мощный морской вкус. А ту часть, которую ты пробовал в конце, я не рискнул, потому что страшно. Очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, это как обычно, на мой взгляд. Ладно, хорошо, улитки, все в порядке. Ну, крабы, что крабы? Можно только озвучить цену, я сейчас ее не знаю, вот она здесь появляется. Крабиков, ну, может, я кусочек там клешни кусну, просто скажу насчет того, насколько он свежий, хороший, качественный, здесь приготовлен. На него претендовать не буду ни в коем случае, тем более, знаете ли, у нас и помимо этого много чего пробовать. Едем далее. Следующее, это у нас говядина с листиками всякими. Тут и чеснок, тут и лук. О, а вот это вкусно. Да, ее, конечно, немножко пожевать. А вот это неплохо. Действительно неплохо. Я вот теперь с этим листиком, наверное, даже вместе съем. Хотя нет, это лишнее. Давай я чуть-чуть от него, простите, вот так вот сделаю. Вот. Это классные специи. Лучок, чеснок. Дополнительный какой-то соус, это достойно внимания. Вот здесь вот появится название этого блюда и его, естественно, стоимость. На мой взгляд, это один из лучших вариантов салатной говядины, который мы доселе здесь встречали. И с этим листиком тоже очень хорошо. Без вопросов, это классное блюдо. Запоминайте название, приезжайте и заказывайте. Роман. Это говядина? Чего? Это говядина? Да. А у тебя получилось прожевать этот кусок? Ну, да, я проживал. Значит, мне такой попался, я просто не смог его прожевать, пришлось просто проглотить. Разгрызть? Ну да, типа того.
Но по вкусу специи неплохие, но только я почувствовал очень мощный аромат маргарина. Вот если не маргарин, то все нормально. Насчет жесткости, Роман, тут, извините, кусочки нам выбирать не приходится. По поводу же маргарина, да, присутствует, но у нас уже был такой момент, что где-то мне его перебор, а здесь, оказывается, Роману перебор. А я про него даже ничего не сказал. Может быть, так это работает. В говядине Роме его много, а мне много в морепродуктах, например. Окей, без вопросов. Ром, понравилось? Да, Если в целом- абстрагироваться от жесткости куска. Ну да, вот по вкусу, то есть набор специй, он хороший, мне понравился. Ну и все, ну и здорово. Так что да, это отлично и замечательно. А теперь свининка. В данном случае у нас это просто свиная грудинка с, я надеюсь, очень интересным соусом, потому что иначе это просто свиная грудинка. Вообще зажарено хорошо. Мне нравится шкура. Они молодцы, что они зажарили ее так, что основное сало вытопилось. Ну, короче говоря, приятно, хорошо пожаренная грудинка. Соус это лемонграсс, имбирь. Я даже не уверен насчет чили. По-моему, может быть чеснок, но после предыдущего соуса я не очень чувствую. По мне неплохо. Мне, в принципе, грудинка нравится. Подавай мне такие кусочки, я буду очень даже доволен. Без всякого соуса. Роман, долго тут распинаться особо не о чем, потому что, ну что, обычная свиная грудинка. Больше, наверное, про соус. Ну, короче, говори. Свинина, как свинина, обычная, хорошо приготовленная, пожаренная. Вот, а соус реально решает этот соус. Вот прям, ну, он необычный, какой-то травяной, по-моему, с чесноком, с чем-то еще. И не только к свинине подойдет, много к чему. В общем, Ну, к мясу. Соус мне понравился. Короче, соус понравился Роману больше, чем сама свинина, а по мне эти зажаренные шкварочки из грудинки очень даже вполне. Поехали далее. Быстренько теперь попробуем лапу лягухи. Грильная, вроде ничего. Хорошая, симпатичная, не сухая. К лягухе претензий, господа, нет. Молодцы, здорово приготовили. Если хочешь, Роман, тоже кусочек налетай, пробуй. А у нас гребешки, да под сыром. Самое главное в этом блюде, это, конечно же, что за сыр-то? Роман, про лягушку 2 слова и к гребешкам приступим. Ну, вот, у меня тоже никаких претензий нет, просто обычная лягушка, которую хорошо приготовили. Кстати, в одном из недавнешних выпусков был опрос о том, что стоит ли пробовать лягуху. И как я прочитал комментарии, люди говорят, да, конечно, здорово. Мнения, конечно, разделились, потому что кто-то говорит, да зачем, когда есть другое нормальное мясо. А кто-то говорит, а почему не попробовать? А почему не попробовать, когда это альтернативное мясо? Да, согласен, это смесь рыбы с курицей и все вот эти прочие вещи. Стоит недорого, мясо симпатичное. Если приготовили классно, то лягуху, на мой взгляд, лично стоит всегда пробовать. Давайте смотреть, что здесь напихали, и пробовать. Опа! И вот так. А вот он и гребешочек. С ноги смяли. И вот так. Майонеза-то уксусно. И вот когда вот эту всю шапку ты такой раз обсосал, съел, и у тебя остался именно пятак гребешка. Вот пятак гребешка свежий, замечательный, без каких-либо претензий, потому что они его, самое главное, не передержали. Что же касается самого наполнения, да, вот этой штуки, ну, наверное, сойдет. Других слов у меня не найдется именно по той простой причине, что если сравнивать с обычным сырком дружба или еще чем-то, то это лучше. Пускай это будет чистый мазик, пускай подогретый мазик — это сильный аромат майонеза, уксуса, но да. Не, тут что, не сняли? Тут просто прижарилось. А тут гребешка подубили. Так что не все они одинаковые. Господа, пробуем.
и говорим мнение, кому какие попались, кому прижаристые, кому нет. Потому что вот первый я съел и прям такой, о, здорово, классно. А второй прижаристый, и там от вкуса гребешка ничего не осталось. Я, в принципе, как вкуса как такового гребешка даже не почувствовал. То есть я почувствовал вот эту майонезную намазку. Ну да. Вот. Легко отдает сыром. Но в целом гребешка я только на зубах почувствовал. Да, окей, вопросов нет, съешь еще одного, только возьми вот этот, наверное, сверху. Ну давай попробуем. Вот. И постарайся, я извиняюсь за выражение, обсосать сначала намазку, а потом попробовать шайбочку. Ну, честно, мне все равно перебивает Все весь то же самое. всё то же да? самое, Ну, да. То есть какая-то безвкусная масса потом остается, то есть когда весь майонез вот с сырным соусом уходит, как бы безвкусная масса. Надо, знаешь, тогда, наверное, вот как-то так откидывать и вот исключительно вот этого вот гребешочка съедать. Нет, с ног у них не снято. Держи. Ну, теперь да, Вот. теперь чувствуется. Вот. Поэтому, господа, кто хочет ощутить гребешка, когда вот так вот готовится, ну, просите либо на пару, а мы с Романом много раз уже гребешка просили именно что на пару, и у Романа, наверное, до сих пор это один из самых любимых видов гребешка, поэтому да, не заказывайте под сыром, просите гребешка на пару. Роман. Здесь с майонезом все в порядке вообще. Он такой, прям мне понравился. Это, знаешь, как вариация сырного соуса очень хорошая. А подходит ли это к гребешку? Для меня, вот для человека, который уже устал, так скажем, от морепродуктов, потому что здесь они в изобилии, я бы сказал, что подходит. Но если приезжаете, чтобы насладиться морским вкусом, то, конечно же, такой вариант вам не подойдет. Короче говоря, захотели чистый вкус морепродукта, заказывайте на пару. Потому что излишества, они лишь убивают его настоящий вкус. Это касается и лангуста, лобстера, прочих гребешков. Поэтому да, на пару, если хотите, настоящий вкус. Ну и быстренько кусочек крабика у ребят украдем. Замечательный, нежный, хороший краб. В данном случае про крабы, если быстренько так говорить, с ними все в порядке. С ними отлично все и замечательно, кроме одной вещи. Дай щипцы, пожалуйста. Вам придется вот это все самим чистить. Я не знаю, есть ли здесь услуга, чтобы вам вынули исключительно только мясо краба подали. Это было бы здорово и классно. Всем бы я это советовал, потому что иначе вы будете просто сидеть и мучиться. А по вкусу все здорово. У нас сегодня еще и присутствует молодой очень участник. И скажи, пожалуйста, вот это все ты выиграла? Да, А где ты выиграла и как ты это сделала? в автомате. В автомате. У тебя была специальная комната, куда можно детей отдать на некоторое время, да? Да. Ты там что делала? Я там играла. Играла. За тобой персонал смотрел? Там были еще другие тети там, да? Да. Да. А что конкретно нужно было делать, чтобы, вот, держи, чтобы все вот это выиграть? Меня сначала зацепляли, потом меня опускали в бассейн с чипсами, и я ловила. Бассейн с чипсами, а ты, значит, ловила. Да. То есть тебя вот так цепляют Да, и опускают как краба. да, И ты как краб хватаешь. да. Ты умничка. Молодец, здорово. Поздравляю тебя с таким большим выигрышем. Ты довольная? Да. Ты довольная. Умничка. Молодец. Помаши зрителям ручкой. Всем пока, ребята. Всем счастливо. Заведение, на мой взгляд, приятное, особенно обслуживанием. Ну, потому что действительно люди бегают вокруг, смотрят за тобой. Сегодня не так много еще и посетителей. Мы самая большая компания. По поводу же самой готовки, практически все то же самое можно здесь найти, конечно же. Но ценники на некоторые вещи радуют. Особенно, в частности, креветки из аквариума, достаточно крупные. Здесь по 590 тысяч донгов, что нормально.
К сожалению, до самой той вакханалии вечерней, которая здесь начинается, нам не удалось досидеть. Мы, может, еще посидим, что-нибудь застанем, но здесь начинается музыка, начинается на проекторе что-то показываться, и, в общем-то, да, здесь превращается это все в некоторый диско-бар, как вы можете видеть на заднем фоне. Поэтому, да, это местечко достаточно интересно, на мой взгляд, хотя, может быть, по этому обзору этого и не поймешь. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А ребята все никак не могут остановиться, и в данном случае заказали еще и сашими из креветок. И, честно говоря, я их понимаю, грешно не заказать сашими из креветок, когда у тебя свежие плавают в аквариуме. Благо здесь, как я говорил, уже креветки не самые дорогие. О! Здесь очень ядреный васаби. Ребята, вот это классно, вот это здорово. На мой взгляд, первое, что вы должны сделать, когда сюда приезжаете и видите в аквариуме плавающих свежих креветок, заказывайте вот это. Многие приезжают, говорят, а мы никогда сырых креветок не ели. Обязательно попробуйте. Ну, в целом я могу сказать про эти креветки, что это первые впечатления это были такие же, когда я попробовал устрицы свежими. То есть это очень нежный вкус, то есть отдает морской водой и жуется очень круто и классно. То есть особенно с этим соусом васаби. Мое почтение. Короче говоря, мнение человека, который первый раз это попробовал, оно того стоит. Оно того обязательно стоит. Еще одно небольшое мнение туриста, который сегодня тоже присутствовал за кадром и, соответственно, составил свое мнение о заведении. Нам заведение очень понравилось. Мы уже были в 6 заведениях. Это отличается. Во-первых, здесь очень вкусное мясо, стейк из говядины, потому что дети не любят морепродукты, и им стейк очень зашел. Даже 15-летний подросток съел 2 порции. Нам понравилась говядина, которая в листьях, понравился салат. Понравился комплимент в виде гребешков, да. Потому что сырный соус до этого попадался не очень вкусный, слишком... Тут я согласен. Да, а этот прям вот очень похож на наши российские. Сегодня был удачный. Да, и сами гребешки были достаточно хорошо приготовлены. Вот. И нам это понравилось. И, в принципе, вообще все заведение оставило очень положительное впечатление в целом, за что спасибо. Также, пользуясь случаем, я просто хотел сказать от себя, от нашей большой семьи, что мы очень благодарны Константину и Роману за организацию обалденного отпуска, за поиск виллы, за организацию экскурсий, за сопровождение вот нашего отпуска, который через какое-то время, там, через 4 дня подойдет к концу. Мы безумно благодарны за весь этот сервис и советуем обращаться только к Константину, потому что это очень круто. Спасибо. Спасибо большое. Ребят, это был совершенно не запланированный комментарий. То, что человек сказал, мне очень и очень приятно. Обращайтесь, конечно же, поможем. Или хочешь что-то еще сказать? Прощание. На прощание. Давай, говори на прощание. Не прощание само. А какое прощание ты хотела? Не знаю. Не знаю. Стабильно? Так, не надо. Когда чешешь ногу под столом, не надо ему что-то говорить. Стабильность хватает. Да что ж такое? Стабильность хромает немножко.